Проект Стигма, представленный в сюжетной арке Honkai Impact 3, значительно расходится с первоначальными ожиданиями, представляя собой сложное повествование, напоминающее культовые элементы других популярных историй, таких как проект Совершенствование Человека из Евангелиона и Бесконечная Цукуйоми из Наруто. Несмотря на кажущуюся запутанность, при более глубоком рассмотрении оказывается, что проект Стигма тесно связан с общей темой игры, особенно если анализировать ее через призму персонажа Мобиус в концепции борьбы с Ханкай. По своей сути, проект Стигма направлен на изучение философских вопросов, связанных с человеческой цивилизацией и ее борьбой с Ханкай. Эта экзистенциальная угроза побудила различных персонажей, известных как охотники за пламенем, столкнуться с тем, что значит бороться за мир, свободный от Ханкай. Каждый охотник за пламенем имеет свой уникальный взгляд на эту битву, но их объединяет общая цель – представить себе мир, свободный от угрозы Ханкай, и стремиться к нему. Среди этих персонажей Мобиус выделяется своим философским подходом к конфликту. Она считает, что человеческая цивилизация – это не просто отдельные люди, а совокупное наследие человеческих взаимодействий, идей и культур. Эта точка зрения предполагает, что сущность человека заключается в общем опыте и знаниях, передаваемых из поколения в поколение, а не в изолированных индивидуумах. В этом контексте проект Стигма служит повествовательным приемом для углубления в эти философские размышления, заставляя игроков переосмыслить, что значит бороться с Ханкай. Это не просто борьба за выживание, а борьба за сохранение самой сути человеческой цивилизации, определяемой нашей коллективной историей и культурным взаимодействием. Поэтому для понимания проекта Стигма необходимо не только вникнуть в его сложное повествование, но и задуматься над более широкими вопросами, которые он поднимает о человечестве, цивилизации и наследии, которые мы хотим оставить после себя перед лицом экзистенциальных угроз. Проект Стигма, концептуализированный Мобиусом в рамках повествования Honkai Impact 3, представляет собой радикальный подход к борьбе с экзистенциальной угрозой, исходящей от Ханкай. Предложенное Мобиусом переосмыслить цивилизацию предлагает дерзкое и философское исследование непрерывности сущности цивилизации за пределами физического существования людей. Эта идея легла в основу проекта Стигма, выделив ее из других инициатив, разработанных МОЗ, проект Арк, Валюка и Эмбер в сюжетной линии игры. Проект Стигма выделяется своей уникальной идеей и потенциальной эффективностью против Ханкай, но в то же время он является самым спорным с точки зрения гуманизма. Первоначальная концепция проекта предполагала активацию генов Стигмы в каждом человеке, чтобы использовать их силу для борьбы с Ханкай. Однако из-за ограниченного числа людей, способных выдержать процесс активации, целесообразность проекта была поставлена под сомнение. Это ограничение было проиллюстрировано экспериментами персонажа Шакал, которые подчеркнули непрактичность первоначального плана. Под руководством доктора Мэй Мобиус неоднократно переосмысливал проект Стигма, пытаясь усовершенствовать его подход. Несмотря на эти усилия, суть проекта оставалась неизменной. Он предлагал будущее, в котором цивилизация может существовать без людей, что в корне противоречит общепринятым взглядам на роль человечества в борьбе с Ханкай. Последние главы игры пролили новый свет на значение проекта Стигма для МОЗ, показав его не просто как запасной план, а как главную стратегию борьбы с Ханкай. Это откровение меняет восприятие битвы с Хершером завершения и действий таких персонажей, как Кевин. Изначально Кевин воспринимался как человек, ищущий искупление за прошлые неудачи, но его постоянная борьба с Ханкай через проект Стигма подчеркивает долгосрочное стратегическое видение, а не стремление к возмещению ущерба. Повествование, связанное с проектом Стигма, не только придает глубину сюжету игры, но и приглашает игроков задуматься о более широких последствиях такого проекта. Он бросает вызов традиционным представлениям о победе и выживании, предполагая, что борьба с Ханкай выходит за пределы непосредственного поля боя и включает в себя сохранение наследия цивилизации, хотя и в форме, ставящей под сомнение саму суть человеческого существования.
Образ Кевина в Honkai Impact 3, особенно в связи с проектом Стигма, подчеркивает сложность его характера за фасадом неумолимого антагониста. Кевин не является бессердечной фигурой, нацеленной исключительно на победу над Ханкай. Его действия и решения продиктованы скорее необходимостью, чем выбором. Его сомнения по поводу проекта Стигма и попытки просветить других о Ханкай путем прямого противостояния, демонстрируя тонкий подход к его лидерству и стратегии. Взаимодействие Кевина с ключевыми персонажами, такими как Киана, Мэй и Броня, особенно с использованием авторитета завершения, не просто демонстрация власти, а цель донести до людей серьезную реальность угрозы Ханкай. Этот аспект его характера подчеркивает более глубокий мотив, вызывая понимание и подготовку, а не покорность. В отличие от отсутствия веры в нынешнюю эпоху, позиция Кевина правильнее было бы назвать прагматичной. Он не желает полагаться на неопределенные результаты или умозрительные решения, о чем свидетельствует его отношение к подходу Элизии. Однако его приверженность действиям, а не надеждам, не означает, что он закрывает глаза на альтернативные варианты. Повествование из манги «Второй ключ», где Кевин сталкивается с Су, наглядно иллюстрирует эту сложность. Решение Кевина продолжить проект Стигма 1500 лет назад, остановленное вмешательством Су, отражает его готовность исследовать другие пути, хотя и со скептицизмом. Взаимодействие Кевина с Су, особенно его решение изгнать Су из моря квантов, чтобы продолжить проект Валука, отражает его внутренний конфликт. Оно демонстрирует его желание верить в потенциал других проектов и людей, но в то же время реалистично оценивать их перспективы. Эта двойственность характера Кевина, его борьба между надеждой и прагматизмом, верой и действиями, обогащает повествование игры, предлагая игрокам персонажа, который глубоко человечен, несмотря на свои необычные обстоятельства. Сложность характера Кевина отличается тихим самоанализом, что отличает его от более откровенно манипулятивных фигур, таких как Отто. Его глубина коренится в внутренней борьбе, в переживании тягот лидерства, отчаянии от кажущейся бесконечной борьбы и поиске жизнеспособных решений перед лицом неукротимого врага. Благодаря Кевину, Honkai Impact 3 представляет собой захватывающее исследование лидерства, самопожертвования и моральных проблем, присутствующих в борьбе за выживание перед лицом экзистенциальных угроз. Понимание текущей итерации проекта Стигма в Honkai Impact 3 требует понимания сути и последствий персонажа по имени Заяц, а также более широкой концепции форм. Формы — это по сути идеи, возникающие из человеческого сознания и воплощающиеся в реальность с помощью механизмов проекта Стигма. Этот процесс, облегчаемый пространствами Стигмы, превращает идеи в сущности, схожие со стигмами, а затем проецирует их в реальность в виде существ, подобных Зайцу. Заяц представляет собой новый вид людей, называемых формами, которые являются результатом попытки проекта Стигма спроецировать человеческие идеи в реальность. Эти формы включают красную зелье и волю Стигму Касвана. Не просто плоды, а конкретные проявления человеческой мысли и сознания. Повествование знакомит нас с этими формами через взаимодействие с человекоподобными существами в главе 33, называемыми семенами идей. Эти семена — искусственные формы жизни, существующие в переходном незавершенном состоянии, готовые превращаться в новые идеи после завершения проекта Стигма. Создание Зайца, в частности, связано со Стигмой Шарьяк и является прямым следствием экспериментального использования Сесилии Святой Крови в сочетании с ее встречей с Хешером Пустоты. Это уникальное стечение обстоятельств привело к дестабилизации и окончательной кристаллизации ее стигмы в Зайца. Нестабильную форму в мнимом пространстве. Способность Зайца, ловля снов, еще больше подчеркивает сложность и глубину последствий проекта Стигма. Ловля снов позволяет Зайцу заманивать людей в ловушку снов, что в контексте игры обозначает царство, схожее с пространством Стигмы. Это запутанная паутина понятий, форм, семена идей, пространство Стигмы и преобразующая способность ловца снов подчеркивает амбициозный масштаб проекта Стигма. Он направлен не просто на борьбу с Ханкай, а на переосмысление самой ткани человеческого существования и сознания. Исследование этих тем через таких персонажей, как Заяц, и более широких механизмов, как проект Стигма, приглашает игроков задуматься о философских и
экзистенциальных аспектах создания новых форм жизни и сознания. Она бросает вызов традиционным границам между реальностью и идеей, предлагая будущее, в котором сущность человека может выйти за пределы своих нынешних ограничений, благодаря объединению науки, воли и воображения. Проект Стигма в рамках сюжета Honkai Impact 3 представляет собой революционное видение существования, которое в корне переосматривает роль и значение человеческого сознания и его творений. В своей основе проект Стигма использует способности Зайца погружать человечество в сны, идеализированную реальность, соответствующие индивидуальным желаниям и стремлениям. Однако эти сны не просто эскапистические фантазии, они играют ключевую роль в грандиозном замысле проекта Стигма. Через эти сны проект Стигма извлекает идеи и нарративы, порождение человеческим сознанием, превращая их в формы, новые, основанные на нарративах, виды. Понятие «нарратив» в проекте Стигма охватывает широкий спектр человеческой мысли и творчества. Нарративы от литературных сказок до структуризированной логики, кода программирования и продуманных конструкций инженерных чертежей представляют собой дистиллированную сущность человеческой изобретательности и воображения. Проект Стигма представляет мир, в котором необходимость физической реальности ставится под сомнение, предлагая смену парадигмы существования, где существа могут жить как чистые повествования, не связанные материальными ограничениями реальности. Формы, предусмотренные проектом Стигма, воплощают этот скачок. Они не просто новые формы жизни, а живые, дышащие воплощения человеческих нарративов, способные увековечить непрерывность человеческой цивилизации без самих людей. Этот переход от человекоцентричной к нарративоцентричному существованию бросает вызов традиционным представлениям об идентичности и наследии, предлагая, чтобы ценность человека заключалась не в его физическом присутствии, а в идеях и нарративах, которые он вносит в коллективную историю человечества. Заявление Вилвью в доп. 31 главе кратко отражает эту философию. Долгосрочное влияние вклада человека, будь то инновации, творчество или знания, считается более значимым, чем конечное существование самого человека. В рамках проекта Стигма идея о вас увековечивается, преодолевая физические ограничения жизни и смерти. Такая перспектива смещает акцент с сохранения человеческой жизни в ее нынешнем виде на сохранение сути того, что значит быть человеком, наших идей, мечтаний и повествований. Таким образом, проект Стигма – это не просто научная работа во вселенной игры, а философское исследование существования, идентичности и наследия человеческой цивилизации. Она предлагает игрокам задуматься о ценности идей и о потенциале развития человеческого сознания за пределами его физических границ. В царстве, где сами повествования становятся хранителями нашего коллективного наследия и будущего. Отношение проекта Стигма с Honkai в Honkai Impact 3 имеет основополагающее значение для понимания того, как повествование исследует реальность, вымысел и потенциал сосуществования между ними. Honkai характеризуется как мнимое существо, форма повествования, которая по своей сути противостоит ограничениям реальности. Это противостояние коренится в природе Honkai как абстрактной концепции, которая становится антагонистической при столкновении с физическим миром, воспринимаемым ею как ограничивающей клеткой. Характеристика цивилизации как клетки для Honkai, данная Отто, подчеркивает этот конфликт между мнимым и реальным. Honkai, лишенный эмоций или обычного понимания существования, ведет войну против реальности, стремясь вырваться из ее рамок. Такая интерпретация опровергает распространение заблуждения о намерениях Honkai, предлагая более сложную взаимосвязь между разрушением и желанием освободиться от ограничений реальности. Проект Стигма возникает как революционное противодействие этому конфликту, предлагая преобразовать жизнь в мнимое существование, независимое от реальности. Тем самым он стремится создать форму существования, которая сможет мирно сосуществовать с Honkai. Эта стратегия символизирует концепцию паутины идей, призванная поглотить разрушительную силу Honkai и предотвратить ее распространение. Присутствие хешеров и пробужденных существ Стигмы иллюстрирует возможность баланса между этими противоборствующими силами
Их взаимодействие стабилизирует или дестабилизирует реальность, когда они сходятся или расходятся. Предполагаемые результаты проекта Стигма, духовный Адам или Адам Рухани, представляют собой кульминацию коллективного бессознательного человека в единую метафизическую сущность. Эта трансформация параллельна существованию самого Ханкай, предполагая переход к единой воле, подобной воле богоподобного существа. То, что Заяц называет нынешнее состояние человечества детством цивилизации, еще больше подчеркивает тематическую направленность повествования на эволюцию и трансценденцию, а Ханкай и проект Стигма выступают в роли катализаторов этого трансформационного процесса. Через проект Стигма повествование предлагает радикальное переосмысление будущего человечества, в котором сохранение идеи человечества достигается путем создания форм, а не физического выживания. Этот концептуальный сдвиг бросает вызов традиционным представлениям о существовании, идентичности и непрерывности, представляя видение будущего, в котором суть того, что значит быть человеком, может сохраниться в форме, совершенно отличной от нашего нынешнего понимания. В целом, проект Стигма представляет собой смелое философское исследование возможностей существования с Ханкай, переопределяя поле битвы как поле повествования и идеи, а не физического конфликта. Такой подход не только обогащает историю игры, но и приглашает игроков к более глубоким вопросам о реальности, вымысле и будущем человеческой цивилизации.